На рассвете Анкор встает из тумана, как священный город, а не мертвая руина. С высоты джунгли кажутся крышей, под которой скрыт каменный мир. Заросшие ворота ведут туда, где история граничит с древней памятью. В тумане лицо Байона выглядит человеческим и божественным сразу. В Тапроме корни проходят сквозь камень и спорят с волей строителей. На стене Нага связывает богов, демонов и царскую власть в каменный миф. Ров вокруг Анкора был и защитой, и образом океана вокруг миру. Синие линии под кронами раскрывают скрытую сеть каналов и водоемов. Луч фонаря археолога скользит по воинам, богам и царям. В реконструкции Анкор оживает как город храмов, каналов и рынков. Показывает, что для Анкора она была жизнью и угрозой. И сегодня мы вместе войдем в тайны Анкора, скрытые в камне, воде и времени. Западная дорога превращает путь к храму в ритуал приближения. Каменная Нага у дороги становится стражем, границей и мостом. Западный вход связывает храм с памятью, закатом и царским замыслом. Череда проемов ведет взгляд вперед, делая путь духовным подъемом. 5 башен Анкора поднимаются, как каменный образ горы Меру. Крутые ступени святилища превращают подъем в дисциплину веры. В полумраке Вишну напоминает о ранней вере Анкор-Вата. До камня Анкор был царским видением власти, порядка и памяти. В тени корона Сурья-Вармана выглядит не украшением, а знаком стратегии. За священной формой храма стоял огромный человеческий труд. Следы резца и сколы на блоках раскрывают физическую цену монумента. На рассвете рабочие идут к стройке, и весь проект выглядит как движение целого общества. Временные леса из дерева и веревок поддерживали вечный каменный мир. Апсары на стенах превращают небесную грацию в постоянную форму. Коридор с повторяющимися колоннами создает ритм света и тени. Измеряя ось храма, археолог раскрывает скрытую точность замысла. Западный фасад в вечернем свете превращает вопрос ориентации храма в вопрос смерти. В закатном отражении Анкор кажется зажатым между жизнью, смертью и обещанием вечности. Пустой внутренний двор выглядит сценой для исчезнувших ритуалов. Малая библиотека раскрывает порядок внутри священного комплекса. Влага, мох и пятна у рва превращают символику в следы времени. С высоты план Анкора читается как каменная диаграмма космического порядка. Дверные проемы собирают взгляд в узкий коридор ритуального фокуса. Дым благовоний показывает, что древний камень еще участвует в молитве. В царской процессии ритуал, власть и архитектура сливаются воедино. В темной камере отсутствие становится главным героем. Оставляет Анкор как образ космической архитектуры и имперской памяти. Вход в галерею переводит рассказ от архитектуры к каменной истории. Длинная стена с фигурами похожа на древний свиток, вырезанный в камне. Пахтание молочного океана превращает космическую борьбу в царский образ. Крупный план тела ноги делает миф почти физическим. Лица девов выглядят спокойными, строгими и идеальными. Асуры не уничтожены мифом. Без их силы творение невозможно. Центр рельефа напоминает ось мира и саму логику Анкора. Малые существа под сценой раскрывают плотность высеченной вселенной. Царь в процессии говорит тем же визуальным языком, что и боги. На рельефе превращаются в ритм копий, щитов и лиц. Боевые слоны подчеркивают масштаб армии и царского командования. Копья и щиты сжимают движение битвы в застывший узор песчаника. Царский зонт над фигурой обозначает ранг, защиту и сакральный статус. Панели рая и ада превращают моральный порядок в память стен. Ряд апсар делает камень почти танцующим. Гаруда на стене выглядит сильным, мифическим стражем. Следы инструмента напоминают, что священный образ создан руками. Реконструкция резчика связывает миф с монотонным трудом ударов. Граница резьбы и повреждения раскрывает процесс, утрату и хрупкость. Когда рельефы идут перед камерой, галерея становится древним кино. Сканер сохраняет на рельефе детали, почти невидимые глазу. На экране лаборатории каменная память становится цифровой моделью. Лодки, гребцы и воины связывают империю с водой и войной. Одинокая стертая фигура уводит высеченный рассказ обратно во тьму. Из галереи мы идем к Байону, где истории сменяются взглядами. Южные ворота Анкор-Тхома создают переход в царское пространство. Девы и асуры у моста превращают миф о равновесии во вход в город. Байон поднимается в центре Анкор-Тхома, как сложный храм лиц. Первое лицо Байона кажется милосердным, закрытым и властным.
Башня с 4 лицами выражает власть, видящую все стороны. Образ Джаявармана вводит эпоху восстановления после конфликта. Лицо Байона с буддийскими знаками оставляет свою личность открытой. С земли кажется, что каменные глаза смотрят со всех сторон. Легкая улыбка Байона кажется мирной и политической одновременно. Малый турист под башней показывает психологическую мощь монумента. Рыночные сцены Байона показывают, что храм помнил не только царей. Лодочная битва раскрывает воду как путь, поле боя и основу жизни. Живые воины реконструкции повторяют каменные армии на стенах. Дорожная постройка напоминает о публичных делах Джаявармана. Внутри Байон похож на лабиринт лиц и темных проходов. Стертые лотосы показывают, что символика живет в малых деталях. Монах под лицами связывает древнее святилище с живой верой. Облака движутся за каменным лицом, и время становится измеримым. Трещины и лишайник показывают уязвимость даже божественного образа. На закате Байон становится величественным и призрачным. Рассказ от символической власти к дорогам и воде. Покидая лица Байона, мы выходим к более широкой системе древнего города. Первый вид Барая открывает воду как нового героя этой истории. Прямоугольник западного Барая раскрывает масштаб государственного плана. Тихая вода выглядит и практической системой, и священным зеркалом неба. Прямая линия канала в джунглях слишком точна, чтобы быть природной. На цифровой карте Анкор становится сетью воды, дорог и поселений. Рисовые поля у каналов показывают, что власть начиналась с урожая. Взгляд царя на каналы делает контроль воды видимой формой власти. Небольшая земляная насыпь становится археологической уликой. Водосток под корнями раскрывает сложность системы. Копающие канал люди показывают организацию, а не примитивность. Колья и шнуры доказывают, что план был раньше раскопа. Лодка с рисом превращает канал в дорогу, рынок и артерию города. Деревянные кварталы реконструкции возвращают к жизни исчезнувший город. Башня над деревянными домами связывает священный центр с бытом. Лидарная сетка делает невидимое поселение читаемым. Муссон наполняет каналы, но та же вода проверяет их прочность. Бурый поток размывает берег, превращая воду в силу разрушения. Потрескавшееся дно водоема раскрывает другую крайность – засуху. Заросший канал показывает, как инфраструктура возвращается в джунгли. И грязи в Керне становятся архивом климата без слов. Графики дождей и засух связывают упадок Анкора с нестабильностью. Синие линии воды расходятся от Анкора, делая храм узлом сети. Каменный мост соединяет священное пространство и инженерную систему. Современная жизнь у воды напоминает о долгой зависимости региона от каналов. На закате Барай выглядит мирным, но его тишина хранит вопрос. Забитый водный проход раскрывает уязвимость всей сети. Прямая лесная тропа становится коридором исследования. После дождя рвы, пруды и каналы снова вспыхивают отражениями. Линии каналов растворяются в корнях, переводя историю воды в историю леса. Дорога к Тапрому меняет инженерный порядок на власть природы. Там, где дерево давит на камень, время становится видимым. Ворота Тапрома кажутся не мертвыми, а живыми и заросшими. Корень над дверью выглядит как новая арка, созданная лесом. Малые корни в щелях показывают, как разрушение начинается незаметно. Обрушенный коридор Тапрома застыл между архитектурой и падением. Монах среди корней показывает, что руина остается священным местом. Мох на лице стража смягчает божественный образ и возвращает его природе. Маленькие туристы перед корнями делают масштаб времени физически ощутимым. Дождь по корням и камню связывает рост леса с распадом храма. Тени листьев на стене превращают лес в действующее лицо. Чистая реконструкция Тапрома на миг возвращает руине социальную жизнь. Нынешняя руина показывает, что века сделали с этим пространством. Современные подпорки показывают выбор между сохранением и естественным падением. Кисть археолога движется медленно, превращая уход в форму уважения. Цифровая модель стены пытается предсказать момент возможного обрушения. Апсара под корнями соединяет божественное искусство и живое дерево. Разбросанные блоки похожи на кости города, открытые почвой. Ночной Тапром кажется древним, закрытым и почти призрачным. Утренний свет возвращает руину из темноты без участия человека. Взгляд вверх раскрывает Тапром как часть большого живого леса. Корень, давящий на блок, делает красоту разрушения неоспоримой.
Веревки и дорожки показывают тонкий компромисс охраны и доступа. Симметрия стены и дерева формулирует главный тезис фильма. Ускоренные корни сжимают столетия в секунды и делают время видимым. Темный проем топрома превращает руину не в ответ, а в вопрос. Камень, корни и пятна воды открывают главу о распаде системы. Сухое русло канала раскрывает исчезновение прежнего водного порядка. Заиленный водный путь выглядит усталым и почти бесполезным. Пустой резервуар превращает отсутствие воды в силу истории. Размытая насыпь напоминает, что избыток воды тоже разрушает. Лабораторные данные показывают климат как медленное давление. Кольца деревьев и слои ила становятся свидетелями истории. Пустой коридор делает отсутствие людей главным доказательством перемены. Лист на ступенях намекает на сокращение ухода, движения и ритуалов. Буддийский образ в индуистском пространстве раскрывает перемену веры. Монах проходит мимо следов Вишну, соединяя разные слои поклонения. Редкий рынок реконструкции показывает, как городская жизнь истончалась. Лодка, уходящая по каналу на закате, превращает отъезд в знак упадка. Дорога на юг показывает, как влияние столицы еще тянулось наружу. Стена без ремонта показывает, что монумент тоже нуждается в обществе. Заросшая дорога превращает бывшую линию движения в путь молчания. Зеленая статуя раскрывает уязвимость политических и сакральных символов. Редкий дым над домами визуализирует упадок, как разрежение населения. Малый ритуал в огромном храме показывает, как жизнь стала меньше пространства. Грозовые облака над Анкором создают тревогу без мистики. Рабочие укрепляют канал, но вода у их ног показывает слабость системы. Гидравлическая модель раскрывает главную слабость Анкора. Пустые ворота Анкордхома выглядят монументальными и одинокими. Лес возвращается медленным сужением дорог, дворов и проемов. Темное отражение Анкора собирает упадок в образ угасающего света. Современный фонарь на надписи раскрывает начало нового поиска. Взгляд исследователя на камни в джунглях передает шок встречи с городом. Полевой набросок превращает хаос руин в первые линии понимания. Старые фотографии делают повторные открытия частью наследия. Съемка и измерения показывают археологию как осторожную систему. Дрон над лесом связывает башни, дороги, каналы и скрытые кварталы. Лидар над кронами раскрывает невидимый город без сенсационного шума. Точечное облако постепенно собирает погребенный мегаполис. Ученые читают древний город через спутники, карты воды и цифровые слои. Спутниковый снимок раскрывает следы, невидимые с Земли. Низкий холм в лесу становится доказательством города. Осколки керамики связывают руины с руками, едой и бытом. Камня раскрывает терпение настоящей реставрации. Пронумерованные камни превращают руину в сложную головоломку. Туристы на рассвете показывают контраст между вниманием и древней тишиной. Молитва монаха доказывает, что памятник остается живым святилищем. Деревня у Анкора напоминает, что наследие живет рядом с людьми. Музейные фрагменты становятся свидетелями утраты и сохранения. Цифровая реконструкция соединяет храм, дороги, воду и поселение. Руины и лидарная карта раскрывают разницу между памятником и городом. Хрупкая надпись дает истории голос, хотя сама не полна. С высоты Анкор кажется древним наследием и живой территорией. Одинокий исследователь Урва напоминает о масштабе нерешенных вопросов. Последние образы камня, лиц, воды и корней собирают фильм воедино. Возвращение к рассветному Анкору замыкает круг. Камень Ангкора — это вера, превращенная в форму и долговечную память. Вода раскрывает скрытую конструкцию империи. Ров, барай, канал и поле. Лица Байона превращают власть в постоянное всевидящее присутствие. Корни топрома говорят о времени как о росте, а не только о распаде. Рабочие с камнями возвращают монументу его человеческое основание. Рынки, лодки, поля и кварталы показывают империю как общество. Цари остаются символами в рельефах, статуях и каменной памяти. Апсары, наги и Гаруда превращают храм в космический театр. Под лесом снова проступает полный городской масштаб. Засухи, паводки и забитые каналы предупреждают системно, не сенсационно. Монах и туристы в одном коридоре показывают многослойность наследия. Руки реставратора напоминают, что вечность требует ежедневной заботы. Дождь, туман, тени и закат показывают Анкор живым, а не замороженным. Камни и дальние башни задают вопрос о том, что остается от власти.
Маленький археолог перед фасадом раскрывает масштаб незнания. Последняя улыбка Байона становится свидетелем исчезнувшей империи. Корень Топрома примиряет конфликт между человеческим камнем и лесом. В отражении Анкор возвращается к тишине, оставляя тайну открытой. Камень, вода, лес и время остаются последними словами Анкора.